Всех рады приветствовать, вы на канале Новостник. Следующий залп по Банковой и бункеру Зеленского — скрытый смысл мощного удара по Киеву. Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. И многие восприняли эту атаку не простой, а предупредительной. Москва послала сигнал. И нет ни украинской власти, с которой бессмысленно о чем-то говорить, а Вашингтону и в целом коллективному Западу. Мы сделали очень четкий и явный намек перед возможными будущими переговорами, о которых говорят все. Что же все это значит? Впервые после долгого перерыва русская армия нанесла точечный ракетный удар по украинской столице с использованием крылатых ракет. Атака была комплексной. Сначала произошел налет баражирующих боеприпасов «Герань». Киев утверждает, что всего за ночь сбил 37 ПЛА из 90. Затем был одновременный удар двумя баллистическими «Искандерами» и двумя крылатыми ракетами Х-101 Сту-95МС. Сообщалось о взлете 6 стратегических бомбардировщиков с аэродрома Оленя и еще 4 с Энгельса. Количество выпущенных ракет может быть свыше 60. Такой ракетной атаки не было уже 70 дней. Зафиксированы взрывы в Киеве. Обращает внимание ТГ-канал Уарганзо. Ту-95МС держит врага в напряжении // скриншот поста из официального ТГ-канала Минобороны. По некоторой информации, ракеты, пролетая над несколькими областями, постоянно пропадали с радаров. Они либо летели очень низко, либо имели некие конструктивные особенности, которые заметно уменьшали их радиолокационную заметность. Некоторые эксперты допускают, что это был еще и эксперимент по применению ракет с новым РЭП. Во что попали ракеты, непонятно. Но во что-то важное. Киев утверждает, что все сбил. Однако ограничения света для бизнеса и промышленности сегодня введены по всей Украине. Что-то там дымилось. Под Киевом ракетой разрушено некое здание в Броварском районе. Судя по нарастанию угрожающих маневров, этот уже второй подряд массовый вылет стратегической авиации ВКС России, теперь уже с ограниченным пуском, Кремль чего-то срочно добивается от Киева и явно проявляет нетерпение. Пишет ТГ-ресурс, канал Визионера. Кроме того, приходили сообщения об ударе по банкнотно-монетному двору Национального банка в Киеве. Но подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не получается. Удары по Киеву. Удары по Киеву — всегда событие. И мы все время ждем того самого удара по Банковой или Верховной Раде, однако их пока не было. Зато, например, в декабре прошлого года ВКС России нанесли удар по центру принятия решений в нынешней столице Украины. Удар вышел, что называется, не в бровь, а в глаз. Наши ракеты поразили один из штабов Североатлантического альянса, который украинские власти замаскировали в лесном массиве одного из городских районов, подвергшихся ударам. В польский Жешов были госпитализированы 60 иностранных офицеров. Абах. И нет штаба. Десятки офицеров НАТО вывезли из зоны СВОВ-госпиталь / скриншот страницы сайта Царьграда. Затем в мае прошлого года ВС России поразили штаб Главного управления разведки Украины. Для поражения здания Главного управления разведки российская авиация применила гиперзвуковую ракету «Кинжал». Украинская система ПВО смогла засечь приближение ракеты, но не сумела ее перехватить. По оперативной информации, в момент удара в здании находились 20 иностранных военных из США и Великобритании, осуществлявших взаимодействие между разведцентром и западными аналогичными штабами. Их судьба неизвестна. Но военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что в тот же вечер из Киева в сторону границы с Польшей экстренно вылетели 2 вертолета. Видимо, санитарных. И из последних значительных ударов по Киеву можно выделить прилет по военному заводу «Артем». Там, помимо всего прочего, производили ракеты. Больше никаких жестов доброй воли. Как пишет автор ТГ-канала УН/УН, недавний удар по Киеву был посвящен в первую очередь поиску баланса понятий после срыва украинской делегации переговоров. Кроме того, это еще и показательная позиция для Вашингтона. Никаких больше жестов доброй воли не ждите.
как не будет и терпеливого снисхождения на время имитации переговоров или приостановки боевых действий перед переговорами. Далее за каждый выпад в СУ Зеленский будет нести ответственность перед украинским народом за холодные батареи и воду в кране с темными квартирами. Пытались проверить позиции Кремля на прочность и усилить переговорные позиции перед новой администрацией Трампа. Проверили. Мы готовы идти до конца. И опять же, почему не ударить по Банковой и Верховной Раде? Или по бункеру Зеленского? Вероятно, Россия исходит из каких-то договоренностей и неких джентльменских соглашений с кураторами Киева, которые находятся на Западе. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Родионов. В Киеве забыли, что Россия стратегически готовилась к выборам в США. ВС России могут теперь планомерно уничтожать критическую энергосистему Украины до инаугурации Дональда Трампа, совместив это с полным выдавливанием ВСУ с территории Курской области. Более того, последний ракетный удар — это репетиция более важных последующих событий, отработка технологий и демонстрация возможностей. Психологический аспект также очевиден. Украинские заправилы должны себе строго уяснить, что возможность достать их в любом месте Украины и в любом бункере у нашей армии имеется. И чтобы не особенно расслаблялись в своих игрищах с грязной ядерной бомбой и ракетными ударами по Москве и Санкт-Петербургу. Об этом Царьграду рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик. Разумеется, сегодняшние ракетные удары — это и показ наших военно-технических возможностей для стран НАТО. Причем не столько для США, которые, думается, вполне в курсе, сколько для тех психопатов в европейских властных структурах типа Бербак, Каллас или Фридриксен с фон дер Ляйен, которые готовы воевать с Россией до победного конца. Каким может стать этот конец, им показали наглядно на примере Киева и Сумской области. Даже если выводы они сделать сами не смогут, им помогут на ближайших выборах в своих странах европейские избиратели. Вы были на канале Новостник. Оставляйте ваши комментарии, также подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь видео в соцсетях, потому что все ваши действия продвигают видео в топ.